В конце видеообзора на Zoom P4 я поинтересовался у вас, будет ли вам интересно посмотреть в обзоре также Zoom P8. Это тоже аудиорекордер, но с более широким функционалом. Количество лайков и, что немаловажно, количество комментариев под этим видео дало нам знать, что вы этого хотите, а ваше желание для нас закон. Поэтому, друзья, встречайте видеообзор на Zoom P8 на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами говорим про аудио. Здравствуйте, мы начинаем. Zoom PodTrack P8 — это многоканальный рекордер, звуковая карта и контроллер с пэдами. Все это в одном корпусе. Давайте разбираться вместе, что здесь, как и куда. Нам в глаза бросаются 6 каналов аналоговых. Каждый канал у нас оснащен XLR разъемом, значит, сюда мы можем подключить микрофон. Это можно сделать с динамическим микрофоном. Кстати, чуть-чуть попозже на тестах вы послушаете звучание динамического микрофона. Или подключить конденсаторный микрофон. Мы, например, во всем ролике будем использовать, почти что во всем ролике, мы будем использовать петличку. Перевели положение вот этого переключателя на первом канале в режим конденсаторного микрофона. У нас подается фантомное питание, и микрофон, соответственно, работает. Так можно сделать на каждом из 6 каналов. На 6-м канале, кстати, мы видим, что добавилось и еще одно положение к этому переключателю. Его мы можем использовать в качестве канала для возврата USB. То есть на этот самый 6-й канал у нас будет приходить звук с компьютера, если мы по USB-проводу подключили Zoom P8 и используем вот эту штуку в качестве внешней звуковой карты многоканальной. Далее у нас идет 7-й, 8-й канал, это стереоканал. Сюда можно подключить какие-то мобильные устройства, например, телефон, iPad и всякое подобное. Здесь есть специальный разъем, он немножечко расширен, то есть здесь 2 дырочки присутствуют. Зачем нужно именно 2 дырочки, я расскажу чуточку попозже. Конечно же, если вы подключаетесь по проводу, то вот сюда. Я уже немножко проспойлерил, но продолжу чуть попозже. Значит, вот этот канал, он отвечает у нас за громкость пэдов. Сюда, на эти самые пэды, мы программируем звуки, которые хотим услышать. Например, какие-то джинглы, возможно, фоновая музыка и так далее. Аплодисменты, гудки, звуки кассового аппарата. Вы все слышали подкасты известные, и вы все прекрасно знаете, как это звучит. А вот этой ручкой мы управляем громкостью того, что происходит здесь. Чуть попозже мы более подробно поговорим о том, как пэды здесь у нас реализованы и как они работают. Все управляется с помощью экрана, и у нас вся самая важная информация выведена на этот самый экран. Здесь у нас все, что касается индикации. Здесь можно настроить каждый канал более детально. Об этих настройках мы поговорим попозже. На тестах обязательно послушаем каждую вариацию, которая у нас здесь присутствует. На канале с телефоном вот тут есть настройки тоже. Это эквализация. Можно добавить низких, можно добавить высоких. На канале с пэдами мы можем переключать банки. Да, эти самые пэды, они у нас работают на нескольких слоях. Можно сюда загрузить 9 звуков, переключиться сюда, загрузить 9 звуков и дальше еще 9 звуков загрузить. Итого 4 слоя у нас в общем будет для работы. Это действительно развязывает руки. И, допустим, в пресс-материале у Zoom было указано, что это удобно, если вы ведете, допустим, сразу несколько подкастов и вам нужно как-то все систематизировать, у вас есть такая возможность. On Air. Здесь у нас все, что касается мастера. Опять же, не буду забегать вперед. Очень интересные функции, о них поговорим попозже. И далее. Почти что на все тут можно нажать, и почти что везде будут скрыты какие-то свои настройки. У каждого канала есть по фейдеру на выход, причем если мы с вами используем многоканальную запись, то положение фейдеров у нас не влияет на звук, который пойдет на запись в файл. Положение фейдеров, вот этот микс, который мы собираем с помощью фейдеров, он у нас будет отвечать за то, какой звук, какую финальную картину мы получим в стереофайле, какую финальную картину мы получим на мастер-выходе и на выходах для наушников, и какая, собственно, финальная картина у нас пойдет, например, на прямую трансляцию, если мы используем компьютер, если мы используем вот эту штуку как звуковую карту для трансляции вживую куда-нибудь, допустим, в интернет. У каждого канала есть дополнительные кнопки. Здесь есть кнопки выбора и есть кнопка On Air. Это очень интересная функция. Она нам позволяет перестать канал, который мы вывели из On Air, транслировать в стереофайл, то есть отдавать его
в эфир, в прямую трансляцию, но при этом этот самый канал мы с вами будем слышать в наушниках или мы будем слышать его на мастер-выходе. Например, у вас есть гость, которого нужно отстроить, при этом не нарушать интригу и не показывать вашим слушателям, вашим зрителям, кто же все-таки пришел к вам на эфир, на ваш подкаст. Просто отжимаете on air и делаете все это, не давая зрителям ни малейшего шанса заранее приоткрыть эту завесу тайны. У каждого канала есть мьют, с помощью него можно, что характерно, мьютить ту или иную линеечку. Пэды мы с вами уже рассмотрели. Давайте перейдем к мастер-слою. Здесь, как я уже сказал, есть выходы. 6 независимых стереовыходов для наушников. Ну, на самом деле, здесь всего один стереовыход, и независимыми их можно назвать только из-за того, что у каждого выхода есть своя крутилочка. То есть в наушниках вы будете слышать все то же самое, что идет в эфир, что идет на мастер. Это один и тот же звук. Но при этом каждый, кто сидит в наушниках, он своей собственной крутилочкой своего цвета сможет регулировать громкость того сигнала, который нужен им именно в ушах. Это на самом деле достаточно удобно. Есть мастер-выход, он дублирует то, что у вас идет в трансляцию. Есть мастера вот эти, тоже достаточно интересные, но это мастер, вот этот физический, и вторая крутилка, которая отвечает за USB-выход. То есть звук, который у вас пойдет здесь на мастер, и звук, который у вас пойдет в компьютер через встроенную звуковую карту, также на трансляцию, эти два звука, эти два мастер-микса вы можете регулировать по громкости независимо. И это очень и очень удобно. Эту крутилку я трогать сейчас не буду, потому что мы используем Zoom в качестве внешней звуковой карты, и я не хочу просто, чтобы что-то плохое у нас случилось со звуком. Дальше у нас идет, что принято называть контрольной панелью. Здесь есть стоп, запись, воспроизведение, пауза, и есть кнопочка Mark. Когда мы делаем какую-нибудь запись на SD-карточку, мы можем нажимать эту кнопку и оставлять там на записи уже на волновой форме метки, с помощью которых в дальнейшем можно будет достаточно просто ориентироваться и удобно. Для чего это можно использовать? Например, многие любят так называемые хайлайты. То есть у вас есть 1,5-часовая трансляция, и вы хотите из нее сделать нарезку 15-10-минутную из самых лучших моментов. Так вот, чтобы не переслушивать все несколько раз, вы ведете подкаст, вы понимаете, что так, вот сейчас был момент очень классный, и его бы хорошо включить в хайлайт. Нажимаете вот эту кнопку, у вас остается меточка, и дальше все, что вам нужно, это по меточкам сделать нарезку. Это достаточно просто, быстро и, главное, удобно. Если обратить свое внимание на заднюю часть прибора, то там расположились тумблер питания, вкл-выкл, разъем DC-in для работы с внешним блоком питания, но сказать по правде, он нам понадобится только если вы будете использовать планшет и P8 в качестве внешней звуковой карты для планшета. Также здесь есть разъем Type-C для питания и для передачи данных, если вы подключаетесь к планшету или к компьютеру, и разъем под SD-карточку, чтобы можно было вести многоканальную запись на SD-карточку. Если проводить параллели между P8 и L8 устройством, на которое мы как-то делали обзор, ссылочку на этот самый обзор вы сможете найти в описании к этому ролику. P8 — это устройство более заточенное под разговорные подкасты, тогда как Zoom L8 — это тоже своего рода такой микшер-рекордер протостудия, но при этом заточенное под больше какие-то музыкальные нужды. Это и репетиции, это маленькие концерты, это опять же стримы, но музыкальные, то есть там функционал более музыкальный, здесь функционал и управление, оно более простое, более интуитивно понятное, и оно именно под какие-то разговорные вещи. Давайте прикинем, живую ситуацию. Я просто люблю ставить подобные вещи, какие-то полевые условия, чтобы понимать, а как она будет работать. Допустим, у нас подкаст на, давайте, на 7 человек. Вот так получилось, что в наше нелегкое время в одном помещении собралось 6 человек, мы их подключаем вот в эти 6 каналов, и 7-й человек с нами откуда-то, допустим, из Амурики или из другой какой-нибудь страны, неважно, сидит через Skype или через Discord, и с ним мы можем контактировать, подключив его через телефон к 7-му каналу. Ладно, черт с ним, у нас в студии может быть 5 людей, и 2 человека дополнительно онлайн. Один, допустим, по телефону с нами говорит, а 6-го человека мы подключили с помощью вот этого переключателя, о котором я уже говорил. Мы подключили через компьютер, здесь у нас Discord, на телефоне у нас Skype, и
этими двумя людьми мы можем управлять независимо, как и всеми участниками разговора, и это действительно удобно. Прервемся на небольшой тест, послушаем звучание динамического микрофона. Это ZDM1, динамический микрофон для подкастов от Zoom, который они пихают во все свои промо-материалы, советуют его при покупке вместе с PodTrack P8, поэтому, мне кажется, вполне логично послушать именно этот микрофон с этим устройством. Звучат они следующим образом. По усилению стоит упомянуть очень важную особенность, которую я прям вынесу отдельно, это усиление для каждого микрофонного канала в 70 дБ. Эта цифра действительно большая, она позволит раскачать любой динамический микрофон на сегодняшний день. Например, для моего голоса вот я использую чуть больше половины всего запаса. Если у вас голос потише, возможно, понадобится побольше, но как бы вот факт, что где-то 40-50% запаса по громкости лично у меня остается, и это просто замечательно. По поводу грамотной настройки, потому что вы знаете, что слишком тихо будут вылезать технические шумы. Слишком громко вы получите перегрузку на записи, это все же технический брак и тоже не очень хорошо. Здесь есть специальная шкала, настраиваете свой голос так, чтобы он не выходил за пределы вот этого good, где написано, вот за пределы этой зоны ваш голос не должен выходить. Делается это с помощью вот этой вот штучки. Делаем погромче, допустим, делаем потише. Не буду сейчас ее очень сильно куда-то двигать, чтобы не сбивать нам запись, но все же настраивайте свой голос грамотно, потому что здесь есть эффекты, и они будут работать намного хуже, если ваш голос не настроен правильно. Ну, усиление по входу, я имею в виду под голосом. По эффектам давайте посмотрим, что здесь есть. Есть срез низких частот, вот мы его включили, немножко поговорю с ним. Выключил срез низких частот, опять же немножко поговорю. Есть лимитер, тоже довольно интересная функция, она позволяет вам не уйти в перегрузку, если вдруг кто-то слишком сильно гаркнул в микрофон или вы неправильно настроили усиление. Давайте посмотрим, как это все работает на живом примере. Сейчас осторожно, я немножечко поперегружаю, вот я делаю усиление громко, вы слышите, что я уже ухожу в перегрузку, это не совсем правильно, и теперь я просто нажимаю лимитер. Я нажимаю на эту кнопку, и вроде как дела становятся получше. Сделаю потише. 1, 2, 3, 4, 5. Я перегружаю. И опять же, без этой функции мой голос звучит следующим образом. Уберу усиление. Извините, пожалуйста. Это все ради научного эксперимента. Я должен был все показать вам на живом примере. Tone — это настройка, которая влияет на тембр. Здесь все очень просто. Есть высокие, есть низкие. Крутим туда, крутим сюда, в зависимости, какая составляющая в голосе вам больше необходима. Низкая или высокая. Давайте послушаем. Вот я включил эту функцию. Сейчас навалим немножечко баску. Мой голос стал очень низкий, даже изрядно низкий, поэтому вернемся обратно и добавим читаемости на высоких частотах. Ну, наверное, можно остановиться где-нибудь. Ну, вот здесь, допустим, или немножко чуть-чуть совсем добавить низа, вот как-то так, и отключим эту функцию. Мой голос в первозданном виде звучит следующим образом. Дальше у нас идет динамическая обработка. Это вместе соединенный компрессор и деэссор. Тоже очень интересная функция. Она отвечает за сужение динамического диапазона, что дает нам более такой радийный, более актерский голос. Давайте послушаем, как это все звучит на живом примере. Открываем функцию, и я начинаю потихонечку выводить. Вот я вывел на 50%, мой голос уже изменился, он стал более сжатый, он более скомпрессированный, более интересный, я бы даже сказал. Можно использовать, кстати, вместе и вот этот своеобразный эквалайзер и динамическую обработку, но я эквалайзер все-таки отключу. Побольше компрессии продолжаем сжимать. И максимальное положение у компрессора, оно звучит следующим образом, но на самом деле максимальное положение я бы не стал его использовать. Вот где-то в начальных он делает с голосом интересные вещи, которые, в принципе, можно использовать для подкастов. В целом это достаточно характерная черта звука для подкастов, то есть такой сильно скомпрессированный голос, так что пользуйтесь и добивайтесь каких-то новых интересных для вас звучаний. Стоит еще открыть вот эту менюшку и посмотреть, что у нас по настройкам здесь. Тут есть шумодав, и шумодав на самом деле достаточно интересный, потому что вот этот самый noise reduction, он работает только на мастере. То есть он влияет на звук, который у нас пойдет на стереовыход. Что делает эта функция? Она анализирует все ваши каналы по входу. Если у вас есть несколько спикеров, один, допустим, говорит, а другие молчат, но при этом их микрофоны работают, вот эта умная вещичка, она
анализирует это, и микрофоны, которые включены, но в которые никто не говорит, она немножечко заглушает. И они меньше попадают на запись, соответственно, меньше взаимных проникновений и меньше шума, чего мы, собственно, и добиваемся в конечном итоге. Вот эта функция, которая чуть ниже, тоже достаточно интересная. Она позволит нам получать, либо просто стереофайл, либо мультитрек файл, тоже достаточно важно. Но есть третья функция, которая позволит нам либо записываться с вот этими эффектами, которые мы слушали с вами чуть-чуть попозже, либо не включать эти самые эффекты в запись. То есть в ушах, в наушниках мы все будем слышать нас скомпрессированных, проэквализированных, но на записи эффекты записаны не будут. И это достаточно удобно, если вы предпочитаете что-то записать вот здесь, прямо сейчас, а уже попозже на более чистую голову и на чистые уши посидеть с плагинами, поковыряться, обработать все подорожечно, и чтобы вот эта обработка, она никак не мешала. Такая функция здесь имеется, и чистую запись произвести не составит никакого труда. Наше сегодняшнее устройство может питаться тремя вариантами. Во-первых, это DC-вход для работы с внешним блоком питания, но, как я уже сказал, его, скорее всего, мы будем использовать только при работе с планшетами. Второй вариант, который мы используем сейчас, это USB-C провод. По нему информация идет в компьютер, если вы используете вот эту штуку в качестве внешней звуковой карты, и из компьютера обратно возвращается необходимое питание для работы по трек P8. Ну и, конечно же, третий вариант: можно отмести все провода в сторону и работать от батареек сюда, их внутрь можно вставить, и это тоже достаточно удобно, вы не будете зависеть от розеток. Давайте поговорим про пэды. Тут есть 9 мягких кнопок, они полностью программируются. Я немножечко чуть-чуть приоденусь, с вашего позволения, чтобы поговорить об этом всем более детально. Итак, перед тем, как мы начнем, я должен стартануть здесь запись, потому что нам нужна мультитрековая запись из-за того, что некоторые сэмплы у нас звучат в стерео. Можно использовать как что-то заводское. Так и загружать свои звуки на любой из этих 9 квадратиков. Значит, здесь есть несколько банков. Как я уже сказал, они независимы. Можно загружать сюда свои звуки. Можно, допустим, записать часть вашего подкаста и загрузить сюда. Можно взять уже существующую запись и как-то ее порезать. Причем можно срезать начало, можно срезать конец, можно выдрать кусок из центра. Можно сделать fade-in, fade-out. Это делается прямо здесь, в специальном редакторе. И это очень удобно. Допустим, я взял один из сэмплов, немножко его порезал и... Можно заниматься чем-то таким для интереса, вот как этот сэмпл звучал в самом начале. То есть я его порезал по кусочкам и раскинул, допустим, большой барабан и малый, что тоже довольно интересно. Звучат сэмплы, которые мы сюда закинем, вот эти пэды, они могут звучать с, во-первых, разной громкостью. То есть у нас есть общая ручка, но никто не мешает вам для каждого пэда задать свою собственную громкость. Можно задать режим работы, их здесь всего 4. One shot, нажимаем кнопку, сэмпл играет от и до. Пауза, мы можем во время воспроизведения нажимать еще раз и останавливать сэмпл. Loop — это одно нажатие, и сэмпл играет из раза в раз, продолжает, пока мы снова не нажмем и не остановим его. И Hold. Нам нужно зажать кнопку, и пока мы не отжимаем наш палец, сэмпл играет без остановки. 4 режима используйте на свой страх и риск под ваши непосредственно нужды. Я упоминал про подключение телефона или иного мобильного устройства по проводу. Сюда же его можно подключить не только по проводу, но и по беспроводу через Bluetooth. Но для этого придется докупить адаптер Bluetooth. Подключается он как раз-таки вот к второму разъему сюда. Один разъем сюда, второй сюда. Он такой двухштырьковый. Ну, вы сейчас все это видите у себя на экранах. Докупается он отдельно, стоит отдельных денег. Почему нельзя было вшить Bluetooth прямо сюда, я не знаю. Но это, собственно, на совести у Zoom. Если вам не нужен беспровод, то и докупать, наверное, такую штуку нет необходимости.
необходимости. Поговорим немножко про трансфер информации. Я это так, наверное, могу назвать. Во-первых, на карточке мы можем вести с вами многоканальную запись. Тут есть такая возможность. У вас будет писаться как стереомикс, так и многоканальные какие-то вещи. Причем здесь вы можете включить, будет ли у вас запись многоканальная или будет ли у вас просто стереомикс. Можно выбрать в меню, чтобы лишнее место на карте не засорять. Если мы подключаем Zoom в качестве внешней звуковой карты, то тут, к сожалению, карточка у нас встроена формата 2:2, то есть максимально мы сможем записывать 2 канала. Это дубль стереомикса того, что происходит здесь. Эти 2 канала мы и будем с вами отправлять в трансляцию. И воспроизводить максимально мы можем 2 канала. Это могут быть либо звуки из Windows, которые мы сможем вывести на 6-й канал, либо это будет, допустим, наш соведущий в Дискорде, которого мы также можем вывести вот сюда на 6-й канал. Сейчас мы с вами немножечко поговорим о минусах. Да, их всего 2 штуки, но упомянуть стоит. Первый минус — это преобразователи. 16 бит на 44,1 кГц. Такими цифрами сейчас никого не удивишь, и в устройстве такого плана хотелось бы иметь что-то, вроде 24 бит на 48 кГц. Опять же, возможно, вы думаете иначе, напишите в комментариях. Второй минус — это отсутствие многоканальной записи, когда мы используем это устройство в качестве внешней звуковой карты. Да, многоканальную запись можно вести на SD-карточку, но при подключении к компьютеру мы имеем стереотрек. Повторюсь, что этот стереотрек, он у нас дублирует то, что происходит на мастере, то, что мы с вами нарулим фейдерами. То есть, если на этапе записи подкаста мы с вами что-то нарулили не то на постпродакшене это исправить не получится, и это, на мой взгляд, минус. Хотя, с другой стороны, учитывая, что здесь есть поканальная запись на SD-карточку, возможно, этот минус скоро починят, и у нас появится возможность поканальной записи на цифровую рабочую станцию, в цифровую рабочую станцию. Это было бы просто прекрасно, потому что лично мне намного комфортнее подключить какое-нибудь такое устройство к компьютеру и просто мониторить запись, смотреть на, как у меня пляшут волны, каждая на своей дорожке. Я больше люблю так. Я не мобильный человек. Если подводить общие итоги, что порадовало? Да в целом все устройство порадовало. У него достаточно удобное управление. Оно интуитивно понятно. То есть в целом тут разберется человек максимально далекий от Pro Audio. У нас есть 6 каналов с микрофонами-предусилителями по 70 дБ на каждый канал. Такого усиления вполне хватит для работы с дикторскими динамическими микрофонами, так что можно сразу 6 таких микрофонов сюда подключить и не бояться, что вам не хватит громкости. Это устройство работает как с компьютерами, так и с iOS-устройствами. Повторюсь, что запись также можно вести на SD-карточку, то есть вы можете взять только Zoom по трек P8 с собой, без компьютера, и записать подкаст на вот эту станцию. То есть, как я сказал в самом начале, по сути, это аудиорекордер, это внешняя звуковая карта и это контроллер с пэдами, которые можно программировать. И плюс ко всему прочему здесь есть 6 независимых выходов. Как независимых? Микс один и тот же, но громкость у них независимая. Мне будет очень интересно узнать, что именно вы думаете по поводу этого устройства. Напишите в комментариях, что вам понравилось, чего вам из функционала, наоборот, не хватило. Попробуйте сравнить Zoom P8 для интереса, не знаю, с каким-нибудь Rodecaster. Учитывайте, кстати, ценник финальный за Zoom P8 и за Rodecaster. Будет очень интересно почитать. Жду вас в комментариях. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о Pro Audio, а я не прощаюсь. Я лишь говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Фирменный ZDM1 — это дикторский динамический микрофон от Shure, я хотел сказать. Преследует нас везде. Shure, в скобочках, запрещенная организация. Да. На территории Pop Music. Так, окей.